Как получить грин-карту в США? Сегодня мы разберем, какие пути работают, какие нет и какие вообще бывают грин-карты. Меня зовут Данил Конкопи, я ведущий канала об иммиграции «Я мигрант». Сегодня мы вместе с опытным иммиграционным юристом обсудим, какие есть легальные пути грин-карты в 2025 году. Поговорим про рабочие визы, брак, убежище, про подводные камни, которые стоит учитывать. Так что если вы в процессе или только планируете переезд в США, это видео даст вам четкую и профессиональную картину. Конкретно, по делу, без воды. Разобраться в грин-картах поможет лицензированный юрист с более чем 25-летним опытом работы в иммиграционной сфере Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, давайте начнем с главного. Какие основные легальные пути грин-карте существуют в 2025 году? Да, очень интересный вопрос, очень актуальный. Итак, иммиграция в Соединенные Штаты идет несколькими путями. Можно, в общем, упрощая, разделить ее на три направления. Это гуманитарное направление, семейное направление и направление, связанное с трудовой деятельностью. Значит, гуманитарное направление включает в себя прежде всего заявки на убежище и разнообразные гуманитарные способы получить постоянный вид на жительство. Это очень распространенный способ, но не самый простой и часто связанный с большим количеством подводных камней. Медленный, но гарантированный способ получения документов – это семейная миграция. Должна сказать, что она медленная не для всех. Понятное дело, что если человек заключает брак с гражданином Соединенных Штатов, то это довольно эффективный способ получения документов. Единственное, что брак, естественно, должен быть реальный, настоящий. Никакие эффективные дела делать не стоит. Это кончается всегда печально. Что касается воссоединения с другими членами семьи, то вот тут может ожидание составлять несколько лет и даже, к сожалению, несколько десятков лет. Например, воссоединение с братьями и сестрами, хотя формально на бумаге существует, но уже приближается к 15 годам и даже переходит для некоторых людей эту границу. Воссоединение с родителями довольно быстро для граждан Соединенных Штатов. Но вот, например, воссоединение с детьми, особенно со взрослыми детьми или с детьми, которые состоят в браке, тоже может занять 7 лет, 8 лет, 10 или больше. Так что это тоже путь иммиграции, который, скажем так, не универсальный, не для всех и может занимать довольно много времени. А если я нахожусь, допустим, в Алма-Ате, живу, у меня нет родственников в Америке, но я хочу в эту страну, то какие у меня есть пути? Для тех, кто хотел бы жить в Америке, стоит ориентироваться прежде всего на иммиграцию через вот третий путь, то есть иммиграция, связанная с работой, с профессиональными навыками или с инвестициями. Значит, все это объединяется под 5 критериев, которые называются в общем и целом трудовой иммиграцией. Даже вот инвестиционные визы, они тоже, в общем-то, и связаны именно с трудовой иммиграцией. Значит, важно понимать, что есть визы временные, есть визы постоянные, то есть вид на жительство в Соединенных Штатах. Значит, что касается вида на жительство в Соединенных Штатах, давайте начнем сегодня с этого. Значит, 5 иммиграционных категорий описаны в наших иммиграционных законах. Первая категория, которая называется Employment-Based, первая категория или EB1, она предназначена для людей с выдающимися способностями. Это люди, обладающие достоинствами, сравнимыми с Нобелевской премией, олимпийской медалью. Это люди, которые являются лидерами в своей области, люди, получающие награды, люди, которых пишут ведущие газеты и журналы, люди, которые добились многого и служат примером для других в своей области и примером для подражания. Вторая иммиграционная категория – Employment-Based EB2. У людей часто возникает заблуждение по поводу этой категории, поэтому спешу разъяснить, что это такое. Это иммиграционная категория, которая включает в себя два таких основных направления. Это прежде всего люди, у которых есть степень магистра, и которые предлагают Америке какое-то начинание, которое будет Америке полезно именно в национальном масштабе. Это то, что называется National Interest Waiver, то есть просьба о том, чтобы человеку выдали грин-карт на основе его бизнес-плана или персонального плана, на основе пользы,
в которую этот человек стремится принести Соединенным Штатам. Также в эту категорию входят люди, на которых документы подал работодатель через процесс, который называется Labor Certification, или по-русски его еще называют трудовым гарантом. Это процесс, в ходе которого работодатель предлагает конкретное рабочее место американским гражданам, не может найти таких граждан, и тогда ему дается разрешение выдать вид на жительство, вернее, иммиграционная служба на основе просьбы работодателя выдает вид на жительство иностранцам, которые вот по второй миграционной категории обладают именно степенью магистра или эквивалентом. Эквивалентом является степень бакалавра плюс 5 лет опыта работы. Значит, грубо говоря, вот это вот вторая миграционная категория. Да, еще вот в первой миграционной категории мы с вами не затронули людей, которые являются владельцами бизнеса. Значит, вот в первой миграционной категории, помимо людей, обладающих выдающимися способностями, есть еще пара таких подкатегорий. Это профессора американских университетов, ну, это довольно малочисленная группа, а также люди, которые владеют серьезными компаниями за рубежом и в Соединенных Штатах, так называемые мультинациональные менеджеры больших компаний. Или А свои собственные художники? способности. Художники, спортсмены – это выдающиеся способности. То есть вот в Ибиван условно можно выделить 3 группы. Это люди с выдающимися способностями, люди, которые работают в университетах, и люди, которые являются мультинациональными менеджерами или директорами корпораций, у которых одновременно есть 2 бизнеса, один в Соединенных Штатах, один за рубежом, и в этих бизнесах работают люди, которые имеют высшее образование. И тогда люди, управляющие профессионалами с высшим образованием, могут подходить под категорию мультинационального менеджера. Это вот 3 подгруппы первой миграционной категории. И возвращаясь ко второй миграционной категории, в ней вот есть 2 таких больших подгруппы. Это люди, которые сами подают на себя петиции через процесс национального интереса, а также люди, на которых подает работодатель на основе их высшего образования, которое не ниже степени магистра. Третья миграционная категория, EB3, не позволяет людям подать самим на себя. Здесь обязательно нужен работодатель. Вот для подачи документов по этой категории процесс идет только через работодателя, через процесс Labor Certification. В ходе этого процесса работодатель делает запрос в Департамент труда. Департамент труда определяет, какая зарплата должна платиться специалисту на данное рабочее место. И далее сроки обработки вот этих всех заявлений, они варьируются в зависимости от того, опять же, какое это рабочее место. Если данное рабочее место требует как минимум 2 годов либо опыта работы, либо образования, то это то, что называется квалифицированная рабочая сила, то есть skilled worker. Или если, опять же, это рабочее место требует как минимум степени бакалавра, это тоже skilled worker. А также есть категория людей, которые работают на позициях, которые называются unskilled, то есть неквалифицированная рабочая сила. В этом случае срок обработки документов дольше, соответственно, Департамент труда рассматривает все категории и людей с бакалавром, и людей, у которых есть 2 года опыта работы или образования, а также людей, у которых никаких требований к их позициям не предъявляется. Департамент труда рассматривает это все единым процессом, но дальше потом наступает разница в конечном оформлении документа. Значит, Департамент труда определяет, действительно ли данное рабочее место предлагалось американским гражданам. Для этого даются объявления в газету. В объявлениях нельзя писать какие-то вещи, которые, скажем так, снижают интерес заявителей к данной позиции. Нужно честно описывать позицию, как она есть, не писать каких-то сверхъестественных требований к позиции. Вот. Но довольно часто, так как в американской экономике традиционно не очень высокая безработица, довольно часто желающие не находятся, и Департамент труда в итоге заявку одобряет. После того, как заявку одобряет Департамент труда, она переходит в иммиграционную службу. Иммиграционная служба следит, чтобы работодатель доказал, что у него есть способность платить зарплату, которая предлагается данному иностранцу, и в итоге одобренная миграционная петиция встает в очередь. В этой же очереди стоят все остальные категории. Значит, эта очередь регулируется документом, который публикуется нашим Госдепартаментом. Этот документ называется визовый бюллетень, Visa Bulletin. Он публикуется каждый месяц, и вы можете найти его на интернете, написав в Google 2 слова Visa Bulletin. Очень советую всем желающим с этим документом ознакомиться, ибо этот документ в итоге регулирует все сроки получения документов по всем иммиграционным категориям. А сколько примерно ждать?
Значит, это зависит от категории. Соответственно, по первой иммиграционной категории EB1 у нас пока задержек особенно нет. То есть кейс оформляется в иммиграционной службе, и никаких дополнительных ожиданий, связанных с визовым бюллетенем по первой категории, вот сейчас конкретно на май-июнь 2025 года нет. С чем это связано? Связано с тем, что на каждую иммиграционную категорию есть квота. Соответственно, если эта квота не выбирается, то и задержек никаких нет. По второй миграционной категории, по EB2, у нас следующая ситуация. Те люди, которые подали свою заявку в иммиграционную службу или подали свой labor certification, то есть трудовой гарант, если они идут через работодателя, в октябре 2023 года, сейчас в июне 2025 года, эти люди могут подавать заявку на смену статуса, на adjustment of status, и, соответственно, проходить иммиграционный процесс дальше. То есть 1,5 года, прежде чем человек сможет в принципе подать заявку на adjustment of status. И обычно после того, как человек заявку на adjustment of status, то есть на смену статуса с временного на постоянный подал, еще около года можно ожидать вынесения решения по кейсу. Значит, в общем и целом по второй миграционной категории получается где-то 2,5 года. Но эти сроки, опять же, могут меняться в зависимости от квоты, от того, сколько других людей подало документ. По третьей миграционной категории ситуация следующая. Люди, которые идут по skilled work, то есть квалифицированная рабочая сила, для них проходит февраль 2023 года, сейчас проходит в июне 2025 года. А вот unskilled work проходит сейчас 2021 год, то есть срок ожидания для людей, которые претендуют на позиции неквалифицированной рабочей силы, составляет около 4 лет и, возможно, даже дольше. Это мы рассказали о 3 иммиграционных категориях. Чтобы закрыть эту тему, у нас есть религиозные работники, есть 4-я иммиграционная категория, которая также включает в себя, как ни странно, совершенно нетрудовую категорию лиц. Это люди, получающие документы через статус Special Immigrant Juvenile. Мы сейчас их касаться не будем. Но, в общем и целом, это гуманитарная программа, которая, как ни странно, забирает какую-то часть трудовых виз на себя. И остается 5-я иммиграционная категория. Это люди, которые инвестируют серьезные суммы денег от 850 тысяч долларов до миллиона и больше в специальные программы, подходящие под инвестиционную иммиграцию, о которой мы когда-нибудь в будущем поговорим отдельно. С удовольствием. По этой категории также хочу заметить, сроков ожидания, связанных с визовым бюллетенем, сейчас нет, поэтому это довольно быстрая категория в этом плане, но там есть свои особенности. Ну, в первую очередь нужно проинвестировать от 800 тысяч долларов в экономику США. 850, да. 850, да. Скажите, пожалуйста, а как выглядит путь, если у меня нету 850 тысяч долларов или нету статей, я не религиозный работник, но я слышал, что можно получить путь через убежище. В каких случаях это реально возможно? Ну, смотрите, вопрос, во-первых, связан с тем, где человек находится. Значит, если человек находится за рубежом, то процедуры запроса убежища в Америку такой законодательно оформленный как бы нет. То есть можно связаться с американским консульством, но только отдельные лица могут действительно привлечь их внимание. Значит, существует организация, которая называется United Nations High Commission for Refugees. Она определяет, является ли человек беженцем, то есть refugee, и может помочь человеку resettle, то есть устроиться в какую-то страну. Но это тоже довольно длительный процесс, и не обязательно человек попадет именно в Соединенные Штаты. И вот более того, на сегодняшний день президент нашей страны не поощряет гуманитарные программы, и, соответственно, процесс попадания в США через программы Refugees существует. Вот, возможно, вы слышали в новостях, например, для некоторых жителей Южной Африки, но это очень узкие группы людей. Каждый раз, в любом случае, такие группы определяются правительством Соединенных Штатов в соответствии с приоритетами, которые они видят в связи с наказами своих избирателей. Понятно. Значит, если человек находится в Соединенных Штатах, то можно подать заявку на убежище, ее можно подать самостоятельно или через адвоката. Самостоятельно заявку можно подать онлайн через сайт иммиграционной службы, заполняется форма I-589, это бесплатно, хотят ввести файлинг фи, но пока не ввели. Значит, нужно внимательно ответить на все вопросы, описать, почему
кто будет преследовать вас в вашей родной стране, почему вы опасаетесь этих преследований, и, возможно, удача улыбнется вам, и вам дадут убежище. Есть еще один путь получения грин-карты – это лотерея. Недавно, в начале мая, объявили результаты лотереи грин-карты 2026 года. Допустим, если я выиграл лотерею, значит ли это, что я автоматически получаю грин-карту? Некоторым так и кажется, но, как мы все слышали, это не совсем так. Значит, дело в том, что наверняка вы слышали, что в лотерею выигрывает значительно больше людей, чем в итоге получают грин-карту. Во-первых, каждый выигрыш в лотерею имеет свой номер. И эти номера проходят через систему иммиграционной службы, тоже согласно визовому бюллетеню. На каждый месяц визовый бюллетень объявляет, какие номера могут либо получать иммиграционные визы за рубежом, либо проходить или подавать процедуру adjustment of status здесь, в Соединенных Штатах. Значит, при подаче здесь, в Соединенных Штатах, важно учитывать следующие вещи. Во-первых, важно учитывать, что человек должен находиться здесь законно. Он не должен терять статус, иначе человек, потерявший статус, уже не может получить документы по лотерее. Часто это касается людей, которые здесь находятся в какой-то ситуации законной, но статуса не имеют. В таком случае обязательно нужно проконсультироваться с адвокатом, насколько для вас имеет смысл даже пытаться пройти процедуру adjustment of status в Соединенных Штатах, поскольку если у человека нет статуса, то, скорее всего, через лотерею он документы не получит. Далее номер может быть совершенно непроходным, то есть наступает какой-то период времени, когда все номера могут подавать свои заявки, но тем не менее грин-карты выдаются строго в соответствии с номерами, и даже если человек подал заявку, может так случиться, что его не вызвали на интервью и грин-карту ему не выдали. Особенно если у человека большой номер. Большим номером можно считать номер выше 30 тысяч. Выше 30 тысяч – это номер, который уже заставляет насторожиться. Номер выше 40 тысяч ставит большой жирный знак вопроса перед возможностью получения грин-карты, а номер больше 50 тысяч, в общем, является весьма маловероятным. Хотя все возможно. Завершая наш общий обзор по грин-картам, хотел узнать, вот если специалист, начинающий специалист, молодой человек или девушка, которая живет не в Америке, хочет переехать в Америку и получить грин-карту, то на какие пути пути получения грин-карты стоит им обратить в первую очередь? И как вообще можно получить, какие, может быть, самые популярные или самые подходящие пути стоит рассмотреть в первую очередь? Любому молодому человеку или девушке, обдумывающим житье, я бы посоветовала набрать профессиональные навыки, прежде всего, которые в Соединенных Штатах будут востребованы. К сожалению, это трудно назвать самым легким или самым популярным способом иммиграции. Но с моей точки зрения, это, наверное, самый толковый способ иммиграции, когда человек представляет себе, куда он едет и зачем. То есть прежде всего важно получить хорошее образование. Его можно получить в Соединенных Штатах, его можно даже получить за рубежом. В Соединенных Штатах ценятся специалисты из других стран. Совершенно не фантастика найти в США работу для людей, обладающих серьезными знаниями, навыками в своих областях. По опыту это прежде всего технические области, технические знания, которые являются достаточно универсальными и которые американский работодатель может действительно востребовать от человека, даже если он не владеет английским языком в совершенстве и не является носителем языка. Далее, помимо технических знаний, это такие науки, как биология, химия. Также часто востребованы бывают люди с экспертизой в гуманитарных областях, музыканты, художники. Это все универсальные, так сказать, способы выражения, которые находят свой путь через границу. Поэтому я бы прежде всего посоветовала обратить внимание на свою профессию, свои знания и на то, чем человек может здесь пригодиться. Ну и, естественно, очень важный момент – это люди, у которых есть свой бизнес, бизнес масштабируемый, люди, которые придумали что-то, что востребовано в их странах. Возможно,
это понравится Америке, и, возможно, вы сможете здесь расширить, воплотить то, что вы начали воплощать где-то еще. То есть инициатива, активная работа – это самый лучший способ переехать сюда на основе своих каких-то знаний, достижений, пользы, которую вы можете принести. Тогда у меня последний вопрос. Если у людей появятся дополнительные вопросы, как они могут вас найти? Мы всегда готовы к предоставлению консультаций на нашем сайте immigrationwise.com. Также можно написать нам e-mail, можно сделать запрос. E-mail делается так же, как и запрос через наш сайт. Можно написать текст на телефон, который указан на нашем сайте. Это 215-350-7972. Можно позвонить, можно написать текст, можно сделать запрос через сайт. Мы с удовольствием проконсультируем. И все эти ссылки и номера телефонов будут указаны в описании под этим роликом. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо, что поделились своим опытом. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо всем. Пока. Всего доброго. До свидания.